В 1762 году англичанин Джеймс Додсон долго изучал церковные книги и сельские кладбища. Какой же новый бизнес он создал в результате этих трудов? Ответ несколько позже. Если зверь видит у другого зверя симпатичный ему кусок мяса и может его отнять, он его отнимает. Иногда даже превращая несчастную жертву в еще один кусок мяса. Никаких церемоний и моральных ограничений. Откуда они у зверей вообще? Им не надо. Исключения, правда, есть. Мальчик-паук несет девочке-паучихе, собственнолапно пойманное насекомое, надежно замотанное в кокон паутины. Мартышка-верветка-парень вручает банан мартышке-верветке-девчонке. Без насилия и добровольно. Правда, рассчитывая на секс. Что ж, это прекрасно и символично. Любовь приближает к цивилизованным отношениям. Человек, живущий не в стаде, а в общине, тоже не обязательно станет силой отбирать у другого человека понравившийся каменный нож. Он предложит ему что-то взамен. Это в любом случае говорит о соглашении. Он готов получить именно столько наконечников для стрел или глиняных чашек, сколько ему предложили, не больше и не меньше. Это уже признак цивилизованной жизни. Если есть торговля, есть и договор, что можно делать и чего нельзя. Как только торговля появилась, сразу выяснилось, что одни занимаются ею лучше, а другие хуже. Кто-то назначает самую разумную цену, хвалит свой товар так, что его охотно покупают, и спокойно может прожить на разницу между ценами продажи и покупки. Так появились торговцы. Но только появившись, представители этой профессии обнаружили, что с полным правом могут сказать о себе: «Наша служба и опасна, и трудна». В профессии оказалась скрыта куча рисков, сами понимаете, что в наше время их еще больше, и каждый угрожал как минимум разорением. Если ты торговец товара, у тебя должно быть много, чтобы всем хватило. Где ты его держишь? В каком-то помещении, на складе. А если туда проберутся нехорошие люди и возьмут все совершенно бесплатно? Или просто это помещение загорится, и от товара одни угольки останутся? А когда торговля малость окрепнет, и самые предприимчивые отправятся в дальние края за привлекательными товарами, это же еще больше риска. Что, если корабль с товарами потонет? А если его захватят жители этих самых дальних стран, у которых свои законы? И ведь бывает такое. Кому понравится профессия, в которой один потопленный корабль или разграбленный караван могут означать нищету и голод? Можно, конечно, советовать не класть все яйца в одну корзину, дробить активы, не рисковать всем. Но это резко тормозит бизнес. Что же с этим делать? Вряд ли кто-то сильно удивится, если увидит здесь ссылку на уже неоднократно упоминаемый Кодекс Хаммурапи. Все-таки первый более-менее подробный свод законов в мире. Там уже было прописано, что при ограблении каравана прочие караванщики тоже должны возместить часть ущерба. Той же цели служил принятый в Вавилоне обычай не требовать долгов с владельца ограбленного каравана, но в случае его успешного прибытия добавлять к долгу некую сумму в качестве стоимости риска. Это уже было видом страхования. Меньше рискуешь, но платишь за это. Своеобразная форма распределения риска существовала и среди строителей египетских пирамид. Они образовывали подобие касс взаимопомощи, в которые скидывались понемногу. Зато при большой беде покалеченный рабочий или уже его наследники получали приличную сумму. Но похоже, что самым древним источником, который рассказывает о принятых в подобных случаях мерах, является Талмуд. Там велят передать погонщику ослов, у которого его кормилец помирал, нового осла за счет его коллег. Подчеркивалось, что только осла, никаких денег. От шумеров и вавилонян эти прогрессивные идеи заимствовали финикийцы, а от них — древние греки, получившие от финикийцев не только алфавит. Тамошние мореплаватели начали объединяться в фиасы, добровольные организации, которые в случае каких-то потерь возмещали пострадавшим убытки, а средства на это брали из небольших регулярных взносов. Помогла эта идея и римлянам. Во время завоевания Испании снабженческие караваны по дороге часто грабили,
и римская армия рисковала остаться без еды и оружия. Но Сенат решил компенсировать потери владельцам ограбленных караванов, и снабжение наладилось, многие караваны грабили. Но на число желающих поучаствовать в выгодном бизнесе это не повлияло. Кроме того, огромный успех среди небогатых римлян обрела идея погребальных братств, обществ, в которых каждый, состоявший в них, вносил небольшую денежку и в случае кончины получал пособие на приличные похороны. Кроме того, члены этих братств регулярно собирались вместе, выпивали, закусывали и, что опаснее, рассуждали о политике. Больше было почти негде. Устав одного из таких погребальных братств дошел до наших дней и оказался очень интересным. Согласно этому уставу, деньги на похороны выдавались только наследнику по завещанию. Если не было завещания, братство само хоронило умершего. На оплату долгов умершего эти деньги тратить запрещалось. Отказывали в таких привилегиях только неплательщикам взносов и самоубийцам. В средние века система страхования морских перевозок была очень важной, и из-за высокого процента таких перевозок, и из-за немалых рисков от неизбежных в море случайностей и пиратства. Но тут в налаженное дело вмешались римские папы и чуть не прикончили торговлю. Началась борьба с ростовщичеством, взиманием процентов на одолженные суммы, помимо самого долга. В Библии прямого запрета на ростовщичество нет, но фразы, которые могут быть так истолкованы, можно найти. А ведь если плата за груз погибших кораблей не бралась, то с дошедших брали, помимо платы, еще и определенный процент, чтобы было из чего платить. Проще всего, конечно, все подозрительное запретить, и папы это сделали, а нарушающих запрет карали, как привыкли, без пролития крови, то есть сожжением на костре. Тут же начало трещать и валиться то, что для жизни государства важнее любой идеологии – нормальная экономика. Если что-то ломается, а чинить страшно, ставят подпорки. Так поступила и церковь, разрешив судный процент, но с разумными ставками. Поскольку ставки, которые согласны платить участники сделки, уже по этой причине разумны, экономика продолжила свое течение. В итоге появился настоящий рынок коммерческого страхования. Страхователи обязались возместить возможную потерю корабля и груза, если им выплачивалась определенная сумма. В 1347 году владельцы корабля «Санта-Клара» застраховали свой груз, следовавший на Майорку, и сейчас это самый ранний сохранившийся страховой полис, уже напоминающий современные документы. Корабли рисковали только во время плаваний, а дома обывателей – все время. В 1666 году Лондон потряс великий пожар, уничтоживший 13 500 жилых домов. Уже через год Николас Барбон основал в Лондоне компанию The Fire Office, позже The Phoenix, страхующую дома от огня. Вскоре после этого в лондонской кофейне, принадлежащей некоему Эдварду Ллойду, стали собираться судовладельцы, торговцы и те люди, которые занимались страхованием судов и грузов на них. Позже там возникла знаменитая фирма, процветающая и поныне. Примерно в то же время, в 1653 году, итальянский врач Лоренцо Тонти подсказал кардиналу Мазарини идею, похожую на азартную игру, ее назвали «Тантино». Участники делали взнос, а потом делили проценты с него. Кто умирал, выходил из дележки, увеличивая доход живущих. Идея работала очень долго. Последняя участница Тантины умерла более чем через 70 лет после начала этой затеи. И к этому времени ее ежегодный доход достиг 73 500 ливров. Просто умопомрачительное богатство. Вспомните, за 2000 ливров мушкетер покупал себе и слуге коня, оружие и все необходимое для службы. Так что можете представить, какое это было богатство. Вообще говоря, Тантино уже очень сильно напоминает бизнес страхования жизни, хотя еще им не является. Скорее, это все-таки азартная игра. Люди как бы делают ставки на то, что проживут дольше своих компаньонов, и тот из них, кто окажется прав, и получает определенный выигрыш. Любому развитому бизнесу, чтобы окончательно оформиться, необходимо приобщение к науке. В частности, именно здесь напрашивается обращение к демографии.
Какой продолжительности жизни вообще следует ожидать от человека? Это помогло бы рассчитать правильный взнос. Первые таблицы дожития, оценивающие вероятность выживания для каждого возраста, разработал Джон Граунд, ставший одним из первых демографов мира. Его данные уточнил Джон Галлей, открыватель одноименной кометы, дабы определить взносы для пожизненной ренты. А окончательный итог подвел, пожалуй, именно Джеймс Додсон, ученик самого Абрахама де Муавра, одного из основоположников теории вероятности. Изучая статистику смертности, он поднимал церковные книги, в которых можно было найти даты рождения и смерти прихожан. Некоторые сведения он проверил дополнительно, просто изучая могильные плиты на сельских кладбищах, на которых были указаны годы рождения и смерти погребенного там. Основываясь на полученных данных, он уже мог достаточно точно предсказать вероятность смерти человека. Теперь уже можно сказать, зачем ему все эти данные, чтобы знать, какой взнос потребовать и какое возмещение предложить желающему застраховать свою жизнь. Появилась возможность рассчитать взнос, размер которого не разорит страховое общество, и обеспечит ему некоторую прибыль, причем так, чтобы он оказался посильным для того, кто страхует свою жизнь. На базе расчетов Додсона в 1762 году было создано Общество справедливых гарантий жизни и выживания, которое впервые ввело практику расчета страховых взносов на основе возраста и заложило фундамент для научной практики и развития страхования жизни вообще. Вскоре бизнес без страховки стал почти нонсенсом. Генри Форд, например, писал, что без страховки не было бы Нью-Йорка. Рабочие не шли бы работать на высоту, рискуя оставить семью без кормильца, инвестиции в огромные здания, которые может погубить один непотушенный окурок, не делал бы никто. Да и кто бы сел за руль без страховки, рискуя сбить пешехода. Первый в мире долларовый миллиардер Джон Рокфеллер экономил на собственной одежде и развлечениях детей, но советовал никогда не экономить на рекламе, охране и страховке. В 80 лет он заплатил $50 тысяч и застраховался, чтобы получить $10 миллионов, если доживет до 100 лет. В 95 ему предложили $1 миллион за расторжение договора. Он согласился и опять угадал. Дожил до 98. А вот что говорил о страховании Уинстон Черчилль. «Была бы моя воля», написал бы слово «страховаться» над дверью каждого дома и в записной книжке каждого человека. Я убежден, что ценой малых жертв семьи могут обезопасить себя от катастроф, которые иначе раздавили бы их навсегда. Наш долг — остановить ужасное разорение здоровья и силы нации. Успехи страхового бизнеса породили самые удивительные страховки. Недавно английская компания Grip продала почти 4000 девушек за $150 страховку в $1 500 000 от непорочного зачатия. Пока что ни одна денег не получила, но ведь говорят, что такое было. Примерно столь же вероятно получение страховки от похищения инопланетянами. Но нашлись желающие и на это. Чтобы получить эту страховку, нужна роспись инопланетян на страховом документе. Но желающие рискнуть все равно находятся. Более вероятно то, от чего застраховались американские альпинисты перед восхождением на Эверест — нападение снежного человека. Правда, и тут страховой случай не наступил, и страховщики просто заработали небольшие деньги, а сами альпинисты — забавную рекламу. Можно застраховаться и не полностью. Дженнифер Лопес, например, застраховала на $200 000 свою грудь и на совершенно такую же сумму, извините, свои ягодицы. Впрочем, по сравнению с Бритни Спирс, застраховавшей свою грудь на $5 миллионов, это скаредность какая-то. Однако застраховать можно не все и не всех. Не хотели страховать американских астронавтов, из-за чего им пришлось подписывать кучу сувенирных открыток. Если что, продали бы их коллекционерам и обеспечили бы семьи. К счастью, и этого не понадобилось, а страховщики упустили доход. Впрочем, кое от чего застраховаться и не додумываются. Японский страховщик Сатака для рекламы своей компании застраховался практически от всего на свете.
Но семья не получила ни гроша. Ему на голову упал выпрыгнувший из окна самоубийца. А этого случая в полисе не было. Стремиться сделать все совершенно без риска нереально. Обращать излишнее внимание на риск опасно. Правильнее всего попытаться минимизировать риск. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.